разработчики рассказали, когда уже выйдут танки Classic, старые танки онлайн, когда начнется ранний доступ. А также, помимо всего этого, нам раскрыли очень много новой свежей информации по игре, в том числе по раннему доступу, показали гараж, также показывали, что будет вынесено на голосование, еще очень много нюансов, которые мы в этом ролике все рассмотрим. И я, друзья, сразу вам проспойлерю, будут некоторые моменты, которые многим очень сильно не понравятся. Из того, что нам показали разработчики, свежей информации по первой сборке танков Classic. Но мы это в любом случае в этом ролике все рассмотрим, поэтому, друзья, ставьте сразу лайк на это видео. Если на канал не подписаны, подписывайтесь. И мы переходим к свежей информации по классике. Начнем с того, что разработчики рассказали, где будут проходить тестирование танки классики. Это будут те же самые тестовые сервера, которые у нас присутствуют для танков онлайн. Отдельно никакой сервер создан не будет. Единственное, вы будете просто заходить на свой аккаунт с танков онлайн, где система автоматически проверит, есть ли у вас купленный ранний доступ или нет, и после этого вас уже пропускают на сам тест танков Classic. Разработчики вообще разбили все тестирование на 5 этапов. На первом этапе вот все те, кто приобрели ранний доступ, смогут, во-первых, зайти на этот тест и ознакомиться полностью с первой сборкой, со всем ее описанием, что в нее входит. По описанию первой сборки можно будет понять, что готово, а что еще находится в бете. Помимо этого, также можно будет снимать обзор, обсуждать, писать комментарии, делиться впечатлениями по этой первой сборке. Также вот на первом этапе теста будут периодические перезапуски игровых механик, изменения настроек, визуальных составляющих. В общем, будут различные механики тестироваться, в конце которых игроки, мы с вами, все участники теста, решим, какая вот сборка самая подходящая для нас, какая нам больше всего понравилась. Также все наши аккаунты на раннем доступе на этом тестовом сервере будут периодически обнуляться. Но про это уже в каких-то видеоблогах разработчики нам намекали, что так будет происходить. Но это просто для того, чтобы никто не пугался. Да, будет сбрасываться периодически прогресс. Это будет происходить до тех пор, пока на основе этого тестирования механики и визуальные составляющие не будут доведены до ума. После этого мы переходим на этап номер 2. Кстати, да, вот нам показали гараж, танки Classic, но это опять такая предварительная сырая версия, но вот что-то типа того будет у нас присутствовать. Но сам интерфейс в таком видео он уже будет точно, потому что уже не раз его показывают в таком варианте, да, там, где еще одной кнопочки какой-то тут не хватает. Примерно в таком стиле интерфейс будет на самом деле и присутствовать. И переходим ко второму этапу, о чем нам хотят сказать разработчики по поводу голосований. После тестирования вот этих первых сборок различных мы переходим к голосованию. Само голосование будет встроено в игровой интерфейс на самом тестовом сервере, где-то там будет кнопочка с голосованием. В общем, и игроки будут голосовать за те или иные вещи, которые были протестированы, какие моменты должны остаться в игре, какие обновления все-таки получились лучше. Еще нам сказали, что это голосование будет анонимное, если для кого-то это важно. И, друзья, переходим плавно к тому, что же будет выноситься на голосование. Уже есть финальный список, о котором разработчики нам рассказали. Я тоже думал, что этот список мы сами будем составлять на основе тестирования, но разработчики тут за нас это уже сделали, поэтому давайте рассмотрим 5 пунктов, которые будут вынесены 100% на голосование, за что мы будем с вами голосовать. Первый вопрос будет касаться овердрайвов, друзья. Будут ли они включены в битву по умолчанию или же нет, за что мы с вами будем и голосовать. Но я сразу свое мнение выскажу, что я буду и всех призываю голосовать против овердрайвов в битвах по умолчанию. Многие тоже к моему совету прислушаются, потому что большинство, в том числе и мы вот как раз с вами, не хотим видеть овердрайвы в битвах по умолчанию. Но вы тоже пишите в комментарии, за что вы будете голосовать, вот именно по этим пунктам. Вот первый пункт — овердрайвы, например, да? Вдруг кто за будет голосовать. Потому что некоторые там хотят видеть в танк Classic у нас даже Аресы, Хопперы, Теслы хотят видеть. Это не шутка. Прям вот серьезно, вот такие комментарии были под прошлыми роликами моими. Второй момент будет касаться припасов нарки. Как она будет работать? Зависимыми кулдаунами или без? То есть сможем мы сразу включать все припасы, или же мы будем ждать какое-то время, пока перезарядятся следующие припасы, где мы сможем только по одному припасу включать. По этому моменту могу сказать следующее, что нужно все-таки делать гирлянду. Чтобы все припасы могли включаться сразу же. Это все-таки классика. И я призываю всех проголосовать именно за то, чтобы, да, нарка могла включаться сразу и полностью, без каких-либо кулдаунов. И, друзья, вот тут третий пункт такой, касается золотых ящиков. Я вообще этого не понял, потому что у нас в интервью Ария говорил про то, что в классике мы сможем настраивать эти золотые ящики, как мы хотим, чтобы они падали с дроп-зоны или без дроп-зоны, чтобы голды были на определенный фонд зафиксированы, либо падали рандомно. То есть это могли мы с вами выбирать. А здесь нам предлагают теперь уже голосовать, чтобы мы что-то одно оставили.
Я вот этот момент вообще не понял. Если я правильно понимаю, то у нас немного рушится вот эта вот система с настройкой классики под себя. То есть уже на моментах с золотыми ящиками мы не сможем настроить под себя определенную битву какую-то, да? То есть на одной битве мы не сможем сделать, чтобы голды падали в 700 фонда, а в другой битве мы не сможем сделать, чтобы они падали просто рандомно. У нас будет только один вариант поведения у этих золотых ящиков. Но если я правильно понимаю, то именно так планируется на этом голосовании сделать. В этом моменте я что-то немного разочарован, друзья. Если будет всего лишь одна вариация выпадения голдов, они как нам это обещали, ну, тогда я все-таки проголосовал бы здесь за выпадение золотых ящиков на определенных фондах. Что касается точки дропа, то тоже я бы ее оставил. Ну, вы тоже по пунктам пишите 1, 2, 3, овердрайвы, зависимый кулдаун, поведение голдов, как бы за что вы проголосовали, потому что, я думаю, для следующего ролика мы возьмем ваши комментарии и посмотрим, за что вы будете голосовать. И четвертый момент, друзья, устройство в скинах. То есть вот о чем нам рассказывали разработчики на протяжении вот этого всего времени, да, тоже такой спорный момент. Хотим ли мы, чтобы в скинах были устройства или же нет? То есть в стандартных скинах по умолчанию, которые вот в версии скинов 2015 года, там не будет никаких устройств встроенных, а в скинах Legacy, XT и Prime предварительно будут засунуты скины, и нам с вами надо будет решить, что с этим делать. Я в этом моменте тоже проголосовал бы против, чтобы не было никаких устройств в скинах. И пятый пункт, друзья, вообще самый-самый странный, вот о чем я в начале ролика говорил, откуда ни возьмись появляется Гаусс у нас. Какой Гаусс в классике? Я вот тоже вот этого не понял. Ну и страйкеры вообще тоже под вопросом. Нужен ли страйкер? Я думал, у нас будет голосование страйкер да или нет, и Гаусс да или нет. А тут у нас получается, что мы выбираем либо Гаусс, либо страйкер. Но если мы не сможем никак повлиять на вот это вот все, убрать и то, например, да, то из этого надо, конечно, голосовать за страйкер. Чтобы был страйкер, а не Гаусс. Ну куда Гаусс в классику-то? Это выходит за рамки. Можно тогда уже добавлять голосование Тесла или Скорпион. Вот как мы шутили, да, про Арес или Хоппер. Ну, короче, это ладно, это уже я утрирую, но Гаусс, я не знаю, пишите тоже мнение ваше, что вы думаете по этой пушке, что она забыла в классике. Я думаю, что на этом моменте надо голосовать за страйкер. Дальше нам рассказывают про вообще все виды вооружения в танке Classic в плане дальности. То есть, как в интервью Ореха говорил, так это на данный момент и остается. То есть, пушки ближнего, малой дальности, среднего боя и большой дальности у нас будут присутствовать. И для всех этих дальностей будут соответствующие тоже модули защиты предусмотрены, как нам об этом Орех уже и говорил. Я считаю, что эта система резистов интересная, ведь можно будет экипировать на себя только один какой-то модуль, либо от пушек ближнего боя, либо от средней дальности, либо от большой дальности. В общем, у каждого будет своя роль. Звучит интересно, но на практике пока непонятно, как это будет хорошо или плохо реализовано, но мне кажется, идея интересная. Конечно, многие хотели, чтобы резисты были спрятаны в красках, как это было раньше, либо чтобы резисты были просто отделены от красок. Ну а здесь у нас вообще новый формат резистов, поделенный на 4 дальности. Пишите, кстати, ваше мнение, что вы думаете. Но я помню, мы зимой проводили опрос, в принципе, всем эта идея Ореха понравилась. Ну и в каждой этой дальности будет по 3 резиста присутствовать. Что касается ближнего боя, это огнемет Фриз и Зида, малая дальность это молот, Твинс, Рикошет, и остается еще у нас 5 пушек, которые еще не распределили окончательно. Это Смоки, Рельса, Шафт, Вулкан и Гром. И как вы уже догадываетесь, это распределение зависит от нас с вами. Если мы вот с вами проголосуем за Гаусс, то у нас будут определенные пушки. Если мы проголосуем за Страйкер, то у нас тоже будут определенные пушки, встроенные в защитные модули. Теперь поподробнее. Допустим, мы с вами проголосовали за Страйкер. Если Страйкер побеждает в голосовании, то пушки средней дальности будут Вулкан, Смоки, Страйкер, а большей дальности пушки это Гром, Рельса, Шафт. Но в принципе логично это звучит. Единственное, я бы только Гром со Страйкером, наверное, местами поменял, хотя в принципе Страйкер, Гром тоже можно отнести к средней дальности, так и к большой дальности. Ну ладно, как сделали разработчики, в принципе, тоже нормально. И если мы проголосуем с вами за Гаусс, если Гаусс побеждает в голосовании, то это будет средняя дальность Вулкан, Смоки, Гром, а большая дальность Гаусс, Рельса, Шафт. Ну вот здесь как-то пологичнее звучит, но, блин, я не хочу видеть Гаусс в танке Classic, и я думаю, многие из вас тоже не хотят видеть эту пушку в этой игре. Ну а так логично, конечно, с Гауссом выглядит, но Гауссу здесь не место, я думаю, все-таки в этой игре, поэтому надо выбирать Страйкер. И после этого, друзья, мы переходим на этап номер 3, на котором будет уже собрана окончательная версия танки Classic после вот всех этих голосований, которые проведутся. Это будет тот самый ранний доступ, который сейчас продается, то есть это уже, да, готовая версия игры, которая будет заранее доступна для тех, кто купил ранний доступ.
И это, да, еще раз повторюсь, будет окончательная версия танков Classic. Вот, на 4-м этапе вот все, кто приобрели ранний доступ, спецпредложение ностальгии, либо старая школа, где доступна, да, вообще функция участия в раннем доступе, доступ к которому можно будет получить минимум за 1 неделю, либо максимум за 1 месяц до выхода официального уже релиза для всех игроков, которые даже не купили спецпредложение по танке классики. Ну, этап номер 5 будет уже глобальный релиз. Также, друзья, разработчики ответили на очень популярный вопрос. Многие спрашивали, вот что будет, если я, допустим, куплю ранний доступ, да, на 1 аккаунт, а потом я захочу поменять никнейм. Могу ли я его поменять при процессе регистрации танки классики? Сразу вы его поменять не сможете. Нет. У вас будет привязан именно тот никнейм, на котором вы купили ранний доступ в танках онлайн. И именно этот никнейм будет автоматически у вас и добавлен в танки Classic. Но поменять вы его сможете потом уже за кристаллы. За бесплатно нельзя будет, а за кристаллы такая возможность будет присутствовать. Ну и, друзья, самый интересный вопрос. Когда же выйдут танки Classic, когда начнется ранний доступ? У нас наконец-то появился ответ. Начать стоит с того, что разработчики обратились к игрокам и сказали, чтобы мы не спешили. Разработчики сейчас стараются, трудятся, работают каждый день над игрой, и они хотят довести версию танки Classic до ума, чтобы она сразу была на высоком уровне, чтобы у нее не было никаких там недостатков, каких-то проблем, багов. В общем, хотят ее полностью отполировать и не торопятся с релизом, поэтому я думаю, вы это тоже прекрасно понимаете, но лучше дать игре еще какое-то время, чтобы ее допилили, нежели выпускать не готовый огрызок. Разработчики не просто делают какой-то старый интерфейс, они делают игру-музей, которая должна существовать 24/7, чтобы в любой момент вы могли зайти в эту игру и поностальгировать по старым танкам онлайн. Сейчас разработчики дорабатывают интерфейс, добавляют все пушки, корпуса, карты, настройки битв и кучу всего остального в игру танки Classic, на что еще требуется определенное время. Но несмотря на все это, когда же выйдет игра? Разработчики сказали, что завершится вся работа над созданием и доработкой до ума игры в конце июля, в начале августа. То есть, друзья, в августе уже стартанет ранний доступ, тот самый с тестовым сервером. Поэтому, скорее всего, в августе стоит ждать уже начала тестирования танков Classic на раннем доступе. Ну и уже чуть попозже, либо в конце августа, либо в начале сентября, либо вообще просто в сентябре уже и начнется по-любому ранний доступ. Ранний доступ к готовой версии классики тоже там будет не за горами. Объективно кажется, что это будет сентябрь, потому что в августе, я думаю, нужно будет время на вот это все проведение тестирования. Плюс с точки зрения вообще релиза игры, сентябрь будет более предпочтительный, потому что в августе там мы все в отпусках, мало кто дома. А сентябрь, когда уже все вернутся, самая горячая и интересная пора будет для выхода танки Classic. Разработчики также продлевают ранний доступ до конца июля, то есть спецпредложение, которое сейчас продается в гараже, будет доступно в продаже еще до конца июля, что еще раз вот намекает о том, что в июле точно, друзья, ничего ждать не стоит от танки классики. Уже в августе стартанет у нас первый тест, который мы с вами ожидаем. Кстати, кто еще не купил ранний доступ, вдруг сейчас самое время покупать, не забывайте перед покупкой ставить тег создателя контента ник 10 в настройках вашего аккаунта, чтобы получить дополнительные бонусы. А если вы не планируете покупать ранний доступ, у меня в телеграм-канале проходит бесплатный розыгрыш путевки в танки Classic. По ссылке в описании просто переходите, там я закрепил пост с этим розыгрышем. Заходите, участвуйте, условия максимально простые. Вот такие новости, друзья, разработки танки Classic. Ну, наконец-то, что вот можно выводить, сказать? Наконец-то нам сказали какие-то сроки по выходу раннего доступа, из которых мы уже и понимаем, когда игра выйдет примерно. Пишите ваше мнение, опять же, в комментариях. Во-первых, пишите по голосованию, да, 1-5 пункты, за что вы будете голосовать, что вы думаете про дату релиза. Пишите ваше предложение, когда же выйдет игра, потому что, ну, я думаю, что это август, по-любому будет тестовый сервер, вряд ли прямо в августе и будет релиз. Я думаю, что все-таки на сентябрь будет логичнее выпускать полноценную игру уже в общий, в открытый доступ. Но те, кто купили ранний доступ, возможно, смогут играть уже и в августе. Также пришло время раскрыть невышедшие моменты с интервью с Орехом, друзья. Да, время пришло. Некоторые моменты, как вы знаете, были вырезаны с моего интервью. О этих моментах я расскажу вам, наверное, в следующем уже ролике. Вам будет интересно узнать секретную вот эту информацию спустя какой-то промежуток времени, да, что мне говорил Орех про выход танки Classic, какие сроки он мне говорил, когда выйдет игра. Не буду вам спойлерить, но обещаю, что вам будет интересно это все послушать, и вы многие будете удивлены. Ставьте лайк, друзья, на это видео обязательно. Подписывайтесь на канал ник 10, если вы еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Ждем ранний доступ, ждем танки Classic. Релиз игры уже близко.